Приветствую, ребят! Вы на канале Юра, и это уже третья часть поиска автомобиля. Скажу заранее, заключительная часть. Мы что-то купим обязательно уже в этой серии. В прошлом видео я искал авоськи, как вы помните, но хорошая машина, которую можно было бы брать, она ушла из-под моего носа, прям передо мной. Сейчас стоят откровенно убитые, ушатанные варианты, и что-то брать вообще нет никакого смысла, потому что машина стоила в хорошем состоянии, 6800, ее можно было взять. Да, там были косячки на устранение, но в принципе все не критично. А сейчас за 5500 такой шарот стоит. По исправности пневме, я вообще не говорю режиму, чтобы работали, чтобы она вообще хотя бы ехала, потому что уже на фотках они клюют носом, либо задней частью, либо боком. Короче, там уже на эвакуаторе, что ли, машину нужно забирать. Про косяки по двигателю коробки я тоже молчу, потому что даже печки не работают у некоторых, регулятор обдува воздуха, ну, регулятор печки. То есть такой шарот стоит, что говорить нечего. Как я сказал в прошлом видео, я буду искать машину, которую я рассматривал год назад. И это, ребята, А4 B7. А4 мне всегда нравилась. И, как я сказал в обзоре, на ней первой пошла эта мода на бородатость, как называют бородатый, ну, широкая решетка. Она мне очень нравится. Она практически то же самое, что Passat. Мой B6, платформа одна и та же машина, по большому счету. Я начал искать именно с двигателем 2.0 дизель, 16-клапанный BLB. Зашел на дизеля 2-литровые в объявлениях и сразу же начал отметать 1.9. 1.9, в принципе, неплохой, но я искал принципиально 2.0, 16 стекло. Выбрал 5 машин, вернее 4. Одну я сразу сходу отмел, потому что машина не очень-то по фото не такая уже и свежая, описание минимальное, ну как-то не понравилось, пошел дальше. Самая дорогая машина была черный универсал, но, к сожалению, машина оказалась 8-клапанной, так что пришлось и от нее отказываться. Машина сама по себе неплохая. Объявление так более подробно расписано, фотки красивые, все хорошо с машиной, но, к сожалению, 2.0 БПВ двигатель, это 8-клапанный, а мне хотелось BLB 16 стекло, принципиально хотел 16 стекло, потому что после B6, ну, и если вы сами сядете, проедетесь, вы поймете, лучше один раз попробовать, чем 100 раз я вам это повторю на своих видео, нужно сесть попробовать. Звоню владельцу этого автомобиля, думаю, все равно пообщаться. Первые недостатки на фото, которые мне не понравились, это порван руль. И эти на дефлекторах обдува эти язычки было, два язычка сломано, то есть не регулируешь направлением воздуха. Так немного смутило, все же по салону такие, но владелец на машине ездит год, он ее продает, потому что нужна недвижимость, то бишь квартира, я так понял, очередь подошла или что. Пожалел, что купил, как он сказал. Рулевая рейка восстановлена, там рычаги менял. По шестиграннику говорит, что вроде заменен предыдущим владельцем, но не ручается на 100%. Молодец, что признался. По ГРМу менял, я так понял, он. Но и хочется, и колется, но 16 стекло хочется, и все. Начал искать другой автомобиль, уже тоже черный, и это черный был. Находился он в другом конце нашей страны. Черный универсал, тоже владеет им год. Машина вроде как неплохая, но есть моменты, которые меня смутили. Первое, владеет год и 60 тысяч наездил. Это уже не очень-то и одобряется тобой, и уже немного сомнения нападают, потому что есть знакомые таксисты, они столько не наезжают в год. Но 60 тысяч это, конечно, очень круто. Но во-первых, недостаток, как обычно, по кузову. Кузов тоже со своими стандартными проблемами. И сразу хочу сказать, что у всех этих автомобилей, которые я рассматривал, везде классические проблемы по кузову. Классика. Передние крылья, у кого насколько больше-меньше.
Крышка багажника обязательно там есть, да, свои нюансы. И задние левые двери. Либо правая, либо левая больше преобладает. Но в основном больше на левой что-то сидит. Ну вот снизу на молдингах нижних. И на водительской у кого-то что-то было. И здесь по кузову все неплохо. Но единственное, что на переднем правом крыле уже дырка. Не жуки полезли, а уже дырка. И на капоте скол. Что смутило, уже начал звонить ребятам, писать, говорю, сколько это будет устранить, говорит, ну, блин, сама работа там рублей 200-250, то есть примерно $100, выгнуть аккуратно, так, ну, сделать, говорит, ну, нужно смотреть вживую, насколько серьезно это вот повреждено, на фото это одно, а когда вживую видишь, это другое, то есть уже, по сути, ну, по капоту жуков нету, все с капотом хорошо, но из-за этой штуки придется и капот тоже перекрашивать. Вот. Ну, в принципе, все эти машины, как я уже сказал, одни и те же проблемы. По сути, надо в круг полностью обливать. Или либо переходами устраняете косяки. Все равно малярку все эти 5 машин должны поехать по-нормальному. Ну, давай уже по технике пообщаемся. И тут уже начинается шестигранник заменен. Менял он сам. Вот. И сцепление, ну, не знаю, хорошее. Ну, идеальный ответ. Ну, хорошее, ну, конечно, ну, не скажешь, что плохое. Хорошее, все. Турбина хорошо, все с турбиной еще. То есть, такие общие фразы. Климат-контроль не работает, трубки заглушены. Но торгуется так неплохо. Думаю, ну что ж, надо ехать все же, посмотреть живую самому. Единственное, что смущало, очень далеко. И 12 часов надо ехать на поезде, потому что в такую погоду гнать машину, снегопад, слушай, думаю, ну его нафиг. Лучше поеду на поезде, я не устану, я бодрячком, огурцом приеду и буду смотреть машину, а не вывалюсь из машины своей уставшей и буду сам на пофиг смотреть машину. Это неправильно. И я думаю, надо ехать полностью в бодром, хорошем состоянии, в своем хорошем настроении и уже детально смотреть машину. Уже заказал билеты, уже думал, так, высплюсь, уже купешный вагон. Ну и здесь мы с ним договорились. Сначала у него не получилось. Потом договорились на другой день. Я уже взял билеты, звоню, не берет трубку. Пишу, не отвечает. Что за фигня, думаю. Звоним с левого номера. Выяснилось то, что 34-ю форсунку он доставал. И ему уже распылитель, ну, чистили форсунки, теперь форсунки нормально льют. Уже новую проблему я узнал, что он устранял. Все хорошо, договорился, еду. И снова, и на этот номер уже не отвечает. Думаю, ну его нафиг, какой-то неадекват. Ну реально, неадекватный какой-то вообще человек. Я с таким вообще встречаюсь впервые. Потому что сколько раз уже меня пытались развести, сколько раз по ушам пытались ездить, думали, разведут, там, спихнут, потому что думают, молодой голос, ага, клюнет, мы ему скинем. Ну, всякое бывало, но чтобы человек не выходил на связь, вот это, блин, мой первый опыт, что человек просто потерялся, а машина до сих пор стоит в объявлении продажи. Я не знаю, что в голове этого человека, чем он думает, и, ну, мне интересно вот просто понять его психологию, что с ним, блин. Ну ладно, думаю, все, неадекват, билет сдал, но нафиг, хорошо, что сейчас, кстати, не так много теряешь, там, по-моему, пару копеек с меня сняли, а так полную сумму за билет не вернули. Начал смотреть дальше третью машину. Третья машина уже находилась в соседней области, уже так недалеко. И тоже черный универсал. Все машины были универсалы, потому что, ну, универсал мне нравится. И в универсале, на мой взгляд, они покрасивее. Черная машина, все красиво, все хорошо. Скидывает человек фотки. На фотках тоже классические проблемы по кузову, но что меня смутило, это первое, то что да, жуки, это понятно, это ничего страшного, я говорю, что все эти машины по-нормальному нужно загнать в малярку, потому что машинам уже 15 и более лет, это нормально. Вот, но именно отлучилась краска, я не знаю, как машину мыли. Видимо, с каршера и с короткого расстояния так нормально били по машине и, видимо, морозы мыли, потому что на передней правой двери кусок краски отлетел из-за дверной ручки.
и ниже молдинга, не нижнего, а, скажем так, центрального посередине, в классическом месте молдинга, тоже ниже молдинга отлучилась краска и тоже замазана. Под ручкой замазана и там замазана. Думаю, уже дверь так нормально будет коррозии подвержена, потому что когда краска сбита, лакокрасочное покрытие сбито, нужно нормально обрабатывать, хотя бы лаком покрыть, чтобы в идеале, конечно, зачистить, грунтовка, покраска по новой, потому что все равно открытый участок металла, он будет больше подвержен коррозии, жуки там полезут. Уже это смутило. Но больше всего, что меня так немного испугало, это хорошо, что владелец говорит, что до него предыдущий заменил шестигранник. И не просто шестигранник заменил, а поставил уже более мощный, толстый, другой формы, усиленный якобы. И я подумал, все же, скорее всего, заменили масляный насос. Потому что, говорит, у нас такое не делают, там так переделано, но ни фоток, ничего я не увидел. Говорит, там сделано так профессионально, круто. Видимо, делали либо в Литве, либо еще там в Польше, может еще в Германии, я не знаю. Но заменено. Я подумал, что все же заменили масляный насос. Но человек говорит, она хороша, она прекрасна, все замечательно. И торговаться, ну так, я говорю, сколько, если что, скинешь. Торговаться не захотел сильно. Говорит, там пару сотен и не больше он скинет. Смотрю в очередной раз, ну, думаю, ну, эта машина хорошая, черная, там, красивая, хотя не хотелось особо черную, потому что B6 черный, но думаю, надо ехать смотреть, что делать. И в очередной раз, так все пролистывая, замечаю, что на машине другое литье стоит. Пишу, говорю, а почему в объявлении на продаже одно литье, а тут другое литье? Ну да, я то снял, продал, вот стоит другое, но еще на это $100 скину. Но новые литые диски, ну не новые, пускай хорошие, бушные, ровные, красивые, но такие, как стояли в объявлении, за $100 я не куплю, к примеру. Но, допустим, там колесам это не сильно принципиально. И то, если они кривые, по-любому нужно другие колеса ставить. Это тоже расходы. Потому что машина не 80 км в час будет ездить по трассе. Нужны нормальные диски, чтобы не было вибраций, не било все это по рулю, по ходовой. Ну да, там есть еще мелкие косячки, недочеты, вам нужно ехать смотреть, я так думаю. Ну да, но ты шестигранник, непонятно что там и как стоит. ГРМ менялся 25 тысяч назад. Вот, ну думаю, ладно. Ну, думаю, надо поискать все равно еще. Звоню, стоит в Минске, темно-синяя машина, до сих пор, по-моему, тоже стоит. В продаже тоже 4-й вариант уже. Первая классика в тех же самых местах. Жучки, я человека попросил, но человек на работе, то в командировке, вернее, то 2 дня подряд, ну, короче, нету возможности, то после работы уже ночью особо фоток не скинешь, не так красиво. Начинаем разговаривать, человек владеет машиной 5 лет, наездил 60 тысяч, 4 года назад заменен ГРМ полностью, сцепление, вернее, прошу прощения, сцепление полностью заменено 4 года назад, то бишь сцепление наездило около полтинника. 40-50 тысяч, ну, это нормально еще, то есть сцепление поездит. ГРМ заменен 18-20 тысяч километров назад. По шестиграннику, говорит, не знаю. Говорит, все вот спрашивают, звонят, не знаю. И до меня владелец не знал, и я не менял. Говорит, ну, я не знаю, надо, видимо, сейчас самому менять, когда вот будет замена масла, потому что все спрашивают, а я не знаю, что ответить. Говорит, я не лазил, предыдущий не лазил, а там уже все, концы в воду. Но, говорит, так машина хороша, не работает задний дворник. Вот проблема универсалов некоторых. А так все, в принципе, не критично. Если что-то ломалось, устранял, какой-то рычаг выходил из строя, уже люфтило, либо руль уже косило, то заменил, сидел на сход-развал. То есть машина в хорошем техническом состоянии, действительно сел и можно уезжать. Вот, но по кузову, да, вот словесно говорю, хотя бы фотки, да, ночь плохо, лучше дневные фото сделай, но так сейчас на скидку расскажи, где что сидит и в каком количестве. Те же самые проблемы, крылья, крышка багажника, под задним левым фонарем сидит, вернее над ним. Вот, но говорит, что проблема еще то, что вот капот и переднее левое крыло отличаются по цвету, либо оба крыла передних и капот. Но я почему-то запомнил, что капот и левое крыло, видимо, эта часть. Видимо, машина была бита, потому что, говорит, солнечную погоду так особо не видно, но солнечную погоду, когда свет падает, вот, говорит, капот и крыло другим оттенком отдает, а вся машина в другом оттенке, в ином, так, отличается заметно. Говорит, более матовая такое, говорит, то ли лак слезает так с нее, то ли
перекрашилась не особо качественно. Ну, говорит, матово так выглядит, ну, иная раскраска получается. Ну, я так думаю, вдруг машина была битая, а вдруг ее тянет в сторону ровно не, поэтому надо ехать смотреть. Вот, и думаю, блин, отличается, думаю, уже это смущает. Плюс сам темно-синий цвет не такой он особо красивый, он не такой, как голубой, как Е60 продаются, эти светло-синие, голубые цвета, вообще, я не знаю, там ночью машины такие покупают или как. Есть такой светло-синий, как голубой. Слушай, я не знаю, что это за цвет такой непонятный, мне он вообще никак. Здесь цвет нормальный, он темно-синий, но он не такой темно-синий, как на других вагах. Не настолько темный. Он не голубой, но не настолько темный. И цвет меня немного смущал. Но, видимо, может, это еще из-за фото. Надо посмотреть, как вживую смотрится. По итогу 4 варианта, но нет такой машины, которая вот мне понравилась, что действительно надо ехать забирать. Один неадекват, один восьмиклапанный, там вот с шестигранником вот эти махинации легкие, скажем. Если потом что лезть, нужно непонятно, ну, то есть это смущает. Темно-синяя, там цвет отличается, то думаю, ну как-то вот надо брать, и брать-то нечего вроде. И я решил вернуться к 5-му варианту, который отмел с самого начала. Это серая машина, тоже универсал, все они универсалы. И все как на подбор были 2005 года. И эта машина тоже 2005 года. 2.0 BLB, 16 стеклоп. Да, классические места сразу владельцу написал. Видно, что владелец заинтересован в продаже. Я ему звоню, говорю, давай фотки. А он фотки скинул. Плюс еще видосы мне поскидывал, как машина выглядит. Говорю, так, хорошо. Пообщались, сцепление менялось, тоже порядка 40 тысяч оно наездило, 45-50 где-то вот так. Шестигранник не менялся, но сейчас, я думаю, все равно буду менять, плюс от B6 остался, думаю, ладно, дальше. Там заменены задние амортизаторы, заменены рычаги. Не все, там частично, что разбивалось, то менялось. Новая зимняя резина на передок хотя бы кинул, молодец, думаю. Трапеция дворника восстановлена, задние дворники, подсветка номера не работают. Думаю, ладно, ну торгуется человек. Так, все вроде. Думаю, надо ехать смотреть, что. Приезжаю, смотрю ее, общаемся с владельцем. Короче говоря, я представляю вашему вниманию нового героя канала. Только куплено, транзиты вкинуты, ДКП в кармане. Все, дело сделано. И немного комическая ситуация получилась. Что B4 я покупал 3 октября, а эту 3 декабря. И у B4 номер начинался на 64, а здесь вот я машину уже зарегистрировал, у нее номер 84 начинается. А у B6 его 34, а на буханке 54. Первые километры выехал уже за город, гоним. 3 декабря, классное сочетание получается. Вот B4 был мною куплен 3 октября. А это 3 декабря. 6-13 октября взял. Везет что-то на цифру 3. Но по ощущениям, ну, блин, B6 напоминает то же самое. Тоже 2.0. Эта машина оптимальна по городу, то есть с ее мощностью, ну, то есть с ее динамикой. Большинству двухлитровых дизелей хватает за глаза, и мне по городу его хватает, ну, 6-го. Есть потенциал для тюнинга, есть, ну, чипануть. Поменяем турбину, может, и я не знаю, как это будет, но в планах хочется это. Для начала вот проект, вот, что вы получите, вот, покупка машины и сколько в нее нужно вложить, чтобы довести до ума. Потому что я вот общался с подбором. Привет, ребята, если вы меня сейчас смотрите. Вот парень Кирилл, вот мы с ним общаемся, он говорит, сейчас, если мой работник получает заказ на 7-8 тысяч долларов, но в этом ценовом диапазоне заказ, сразу у этого человека падает настроение, он сразу понимает, что нифига не заработаешь, потому что будешь ездить кучу времени, и, ну, может быть, что-то ты найдешь. Но, опять же, там малолитражки еще не будут искать за такие деньги, потому что свыше десятки мало кто может купить. Вот сейчас переоформлял машину, B4 подъехал, что-то как продал, они мне постоянно уже на глаза попадаются. Peugeot 406, Nissan Almera, там вот машины с 95-го группа по 2002-2003. Вот основная масса людей едет на таких машинах. Да, был один X5, Volvo был там, но это, ну вы понимаете, что это единицы.
То есть основная масса и автоподбор этим не занимается. И вот если вы будете искать, что-то вы прошляпите, что-то, может, не заметите, в чем-то не разбираетесь. И вот про этот 7-8 тысяч долларов, что получите, вот 8 конкретно, и что вас ожидает. А потом я надеюсь, что все-таки, ну не надеюсь, я думаю, мы ее чипанем, потом, может, и турбину поменяем и посмотрим на деле. Погоняемся, может, тут B6 очень хорош в том плане, что мы проверим динамику, насколько машина стала быстрее. Поставим две рядом и посмотрим, кто кого. Потом уже, насколько будет отрыв. Потому что B6 я хочу в стоке его держать. Впереди Vesta Cross SV. Даже если 1.8, но нет шансов у нее против такой машины. Да, многие. И я говорю, да, лучше всего, если вы не разбираетесь в машинах, покупать новую. Ну, это новая, но 1.8 у него шильдик. Но этот 1.8 то же самое, что 1.6. Там нету разницы особо. То за те деньги, которые они сейчас стоят, таких можно купить две, и еще останется на чип-тюнинг каждой. То есть я не вижу смысла особо покупать, ну, такую машину. Все упирается в деньги. Нет плохих автомобилей, есть плохая цена. Потому что машину можно купить за $100, сдать ее на металлолом и заработать там 120-150 с нее. То есть все равно навариться. Поэтому нету плохого автомобиля, есть плохая цена. Я не говорю, что Веста плохая, но она стоит дороже. Ну, мне жалко столько за нее отдать. Чтобы она стоила новой 11, а это 8, я бы уже задумался. Пишите в комментах, то, что вы считаете об этом. Ну, так, по ходу, я не знаю. Ну, может, она чуть-чуть мягче, чем B6, но не чуть-чуть, потому что спереди у B6 Макферсон, здесь рычаги, морда помягче, она стоит ровно. B6 так задран завода, тут по клиренсу свои предпочтения у каждой машины. Ну, а по характеристике, по разгону узнаю знакомые мне нотки. Единственное то, что звук работы двигателя другой, потому что там 189 Common Rail, здесь еще насос форсунки электромагнитная надежная, это BLB двигатель 16 стеклов. Вот, поэтому по характеристикам одинаково, а вот звук отличается. Ну, я не фанат, что ставите слушать, какой приятный звук работы двигателя. Мне больше интересен потенциал. Ну и характеристики те же 140 сил, тех же 320 крутящего, с тех же самых оборотов 1750. Так что все олдскульно, все по классике, как я привык. И я считаю такие машины оптимальной покупкой, ребят, потому что по кузову они все равно хороши. Они хороши, потому что вот многие говорили, что купи А6 C5, вроде как А6 покруче, она будет чуть подешевле. Но они гниют уже полностью. Уже просто можно молдинги снимать, и там отовсюду прет уже. Нету, ну, машины уже слишком устарели. Эти помоложе все же. С 2004 года по 2008 они производились в этом плане лучше. Все равно поновее и покрасивее. По салону это B6. Соответственно, я ездил, материалы хорошие, там не самые мягкие, может, не самые крутые. Хотя нормальный материал. Ничего нигде не отслаивается, скрипа. Сверчка я не слышал. То, что и приятно, понимаете, вот снимал я и Актаху, и Кодиак, да много вага всякого разного, да и, блин, из современных BMW все равно где-то сверчки. И за нормальные деньги машины продаются, все равно везде сверчки современных автомобилей. А то, что многим знакомо, это болгарочно-сварочные работы, многие современные автомобили этому уже не поддаются. Просто не к чему варить, и металл не позволяет. Ну, вернее, все можно это сделать, но это настолько геморно и тяжело, а, соответственно, и дорого. Эти по кузовам держатся молодцом. Конечно, есть жуки. На этой машине есть жуки, но это мы будем устранять. Вот, но это не так критично, это косметика. Силовая структура кузова и днище хорошее. Что самое главное. Ну и двери тоже нормальные. Это жуки сидят, вся косметика, элементы. Но это делается, это не страшно. Вот, так что в целом это не первая моя машина, я тут не в восторге, то есть у меня нету такого восторга после нервного потрясения, волнения, что я покупаю все. Еще покупал B6 тогда, туда нервничал. Сейчас я спокойно машины покупаю, мне это не в напряг. Покупкой доволен,
И я ездил на таких машинах, я много на чем ездил, то есть меня не удивите. Я понимал, что меня ждет, и это мне нравится, это меня устраивает, но это я и брал. Потому что, вернувшись к прошлому видео, как я сказал про А8, да, там хороший кузов. И все равно этого недостаточно. Ее восстанавливать полностью, а потом по динамике ты ничего не получишь. То есть, ну как-то оставить на нее 4.0 ТФС, это вообще не выбивает из рационального мышления. Нужно собирать на D4 4.0 ТФС, как я и снимал, даже пускай дорестовую, но уже с завода, где уже редуктора под этот двигатель, сам автомат уже 8-ступенчатый. То есть не надо из D3 строить D4, нужно копить на D4 и ездить на ней, чиповать ее. И насчет, уже если я зацепил авоськи, да, BFM, который я и говорил, это и BFL 3.7, это лучшие моторы, которые надо покупать, потому что BVG будут ушатаны. Насчет D4, вот многие тоже, я помню, тогда выпустил видео, писали и в комментах люди, и в соцсети мне 2 человека, по-моему, отписалось, они все в задерах. Вот хочу сказать то, что вот эту D4 продали без проблем, ее шмонали, она ушла. И еще ребята мне тоже с России писали, смотрели 4.0 TFSI, эндоскопом шмонали, и не сказать, что там все в задирах. То есть там есть износ, да, где-то задирись, но чтобы уже цилиндры стертые в ноль практически, как на N63 BMW-шном 4.4, такого нету. То есть 4.0 TFSI все же выигрывает у N63 BMW-шного V8, который нужно раз 100 тысяч капиталить по-нормальному. То есть ВАГ все равно здесь выигрывает. Ну и смотрел я к покупке, возвращаясь к теме видео. Ну и покупал я, конечно, только ВАГ, больше ничего. Критерий только ВАГ. Печка греет, все работает, все отлично. Но преимущество именно этой машины, вот перед моим B6, я так уже катаюсь, смотрю, сравниваю между собой. Да, морда помягче все же. Там Макферсон, это экономичнее, но чуть-чуть пожестче. А здесь помягче. Но B6 это жесткость не, так скажем, не позорит, потому что он наклонен на переднюю ось, больше массы на переднюю ось, но и нету таких ударов. Прям все равно достаточно плавно, насколько это возможно, он переезжает. Вот, то есть каждому все нормально, я не вижу в этом никакого криминала. И там хорошо сделано, грамотно, все равно развесовка, нету прям ударов. Но это все равно достаточно мягкое, да, это мягче по морде. А так, нравится машина. Первую сотню проехал, все нормально, полет хороший. И все были темно-синий цвет, мне, честно говоря, не нравился, а черный уже B6, что-нибудь другое. Мне нравится цвет, как она выглядит, ну, красивая машина. Хотя в обзоре на такую машину один подписчик написал, говорит, самая красивая это B6, а дальше пошел какой-то унисекс, блин. Но мне лично широкомордая они уже нравятся, то есть она смотрится молодцом. Ну, красивая машина, мне она заходит. Так что покупкой доволен, это лучший вариант и, самое главное, лучшее состояние по лучшей цене. Потому что некоторые так уже там торговали, что не скину, она идеально, то есть покупка такой машины всегда вам обойдется в деньги, потому что многие подборщики за такую машину не возьмутся, придется вам искать самим. Ну, если у вас есть, конечно, друзья, которые вам посмотрят, но я гонялся уже... Сколько машин мы? 6 машин пересмотрели, по-моему. Всех я имею в виду. Вернее, других. А именно этих. Это 5-я машина. Да. Эски, потом авоськи. И это уже 5-я машина, потому что вот не было варианта. И, кстати, эта машина была самая отвратительная на фото. Я когда зашел, мне это и лучше, конечно, это лучше, но когда я зашел на сайт, на описание, я посмотрел, я даже так и не глянул на нее, честно говоря. Объявление пролистал, дальше смотрел другие, потому что фото были сделаны не очень качественно, описание минимально, ну то есть сразу тень сомнения. Давай смотреть другие. Там объявления получше, фотографии получше, мне еще фоток наскидывали, но здесь тоже впоследствии скинули, но я на те набросился, посмотрел и ничего не понравилось. Потом зашел на эту, так, на авось.
А когда мне скинули фотки, приехал первый раз, увидел, смотрю, это лучшая машина, я сразу же схватил. Поэтому, ребят, все же сейчас тенденция очень хороших объявлений. И как я B4 свой продавал, тоже я составил там целую портянку текста, фотки хорошие выложил. Но как она есть в таком состоянии, так оно и есть по факту. На фото и вживую так оно и есть. Но фотографии качественные и подробное описание. Но подробное описание это плюс вам. Вам меньше будут вопросы задавать, потому что я тоже запаривал владельца вопросами. А так все написано, все. Но объявление хорошее, сразу звонок был поделать, с первого раза ее продал. А здесь хорошее состояние, звоните, торг будет и некачественное фото. Ну, сразу уже не хочется смотреть. Я к чему? Потому что тенденция смотреть уже на качественные фотографии, на объявления. Но за этими некачественными фото может быть очень замечательный автомобиль. Так что все равно все надо смотреть вживую. Знакомьтесь. Ну вот мы и дома, слава богу, без всяких происшествий доехал. Да все нормально с машиной, тут даже если там какой-то рычаг люфтит, будем проверять, будем смотреть. Так в целом машина все равно лучше, как я сказал, и цвет мне нравится. Потому что было бы две черные, это что-то не то. Надо все равно разные. Серебристые они чмошенные, синий этот цвет я посмотрел, неплохой, но он все равно не такой, он темно-синий, как на 8D2. Там темно-синий, а здесь все равно какой-то больше голубизны, не знаю, какой-то не такой цвет, мне не нравится. Серебристые вообще фуфло, красные тоже. Не хочу обидеть владельцев, но это мое мнение. Ну вот, новая история на канале, я этому рад, это всегда хорошо и настроение поднимает. Будем заниматься машиной, первый дворник и подсветка номера не работает, так что этим займемся. Потом джентльменский набор, сразу шестигранник посмотрим. Ну, как в B6 было. В B6 шестигранник этот остался. Я думаю, его все-таки бум ставит у нее. Поэтому все как-то так. Многие могут сейчас сказать, а в чем смысл две одинаковые? Если ты говоришь, что B6 это то же самое, что и она, это, в принципе, две одинаковые машины, да, в широком смысле слова, просто другой мотор. Здесь 189, здесь еще 188, но хороший 188. Так в чем смысл, если одна и та же, что ты хочешь сказать? Во-первых, не одна и та же. В том плане, в B6 я брал 8-летним, здесь в машине уже чуть больше 15 лет, поэтому это уже совсем другая категория автомобилей и другая цена. И этот автомобиль чем интересен, потому что за подбор, это я общаюсь с подборщиками, вот мои машины, вот B6, Audi A4, B7 и B6 также уже не берутся за подбор таких машин. Ну, серьезные конторы, которые уже, да, есть Вася, у которого на ноутбуке Вася установлен VDC, да, возьмет в аренду толщиномер, посмотрит, с большего вам картину нарисует и скажет, ну, в принципе, можно брать, но и сами с ним удохайтесь. Но серьезная контора, я общался с ребятами, никто под ключ подбирать такие машины не будет, даже не возьмутся. Только разовый осмотр. Посмотрит, вам список косяков накидают, и вы думаете сами, брать вам или не брать. И плюс машина за 8 тысяч долларов, это проект, что вы получите за 8 тысяч долларов. Какие будут вложения, что, как машина по состоянию. Но самое главное то, что, ребята, выбор все-таки малый. Но все равно, что вы получаете. Потому что, как я сказал, подборщики за такие машины не берутся, а до 8 тысяч долларов это 80% людей наших и обладают такими возможностями, а то и меньше. То есть, да, интересно подобрать машину за 15 тысяч долларов, ездить, философствовать, как она хороша. Кнопочка не так удобно расположена, так. А здесь именно ближе по технической к обыденной части повседневной нашей. Я надеюсь, вы поняли, о чем я. И этот проект больше даже не про тюнинг, а то, что вы получите. Сколько нужно вложить и итоговая стоимость, которая получится. Я надеюсь, будет интересно. На этом пока все. Спасибо большое за внимание. Дальше буду устранять косячки, об этом всем буду информировать. Подписывайтесь на канал, дальше будет интереснее, я думаю. Счастливо!